Дорогие друзья, я рада вас всех приветствовать. Особенно приветствую в этом видео я тех, кто родился под знаком зодиака Рак. Грядет месяц сентябрь, и давайте посмотрим, каким будет этот месяц именно для раков. Посмотрим общую атмосферу этого месяца, сферу работы, финансов, личную жизнь и совет предостережения. Итак, уважаемые раки, устраивайтесь, пожалуйста, поудобнее. У нас будет одна позиция общая, выбирать ничего не нужно. И давайте смотреть, что же этот месяц, сентябрь, несет раком, готовит раком. Много полезной информации. Причем вот эта информация полезная, она позволит вам навести порядок, избавиться от всего лишнего. И нужно отметить, что здесь могут быть такие ситуации, когда на почве получения определенной информации у вас будут возникать разногласия с теми людьми, с которыми вам приходится взаимодействовать. Это ваши друзья, ваша семья, ваши коллеги. Но в любом случае, по итогам вот этих вот разногласий, здесь будет достигнут мир. Карта метла, она, с одной стороны, символизирует претензии и, возможно, даже ссоры. Но метла, она несет в себе не только вот какие-то такие склочные моменты, а еще и посыл навести чистоту. Метла, она расчищает пространство. И вот в результате определенных ситуаций, действий вы расчистите свое пространство от того, что вам мешает. И, естественно, уже даже если вдруг ссора случится, а она здесь может случиться, могут быть такие серьезные разногласия, в любом случае вас потом ждет примирение и благополучная такая атмосфера, когда хочется дышать вот именно чистым, свежим воздухом. Все, что будет происходить с вами в сентябре, оно было необходимо, потому что это подготовка почвы для того, чтобы завершить один период, один цикл и благоприятно начать другой. Карта кольцо. Это выход на новый уровень. Для многих здесь, конечно, могут отыгрываться и серьезные отношения, переход к серьезным отношениям, вступление в брак, предпосылки к этому. Но в целом все сводится именно к тому, что будет расчищено пространство от всего, что было лишним, от всего, что было ненужным, и уже переход к чему-то такому приятному и свежему, чистому. Давайте посмотрим работу, что готовит сфера работы раком в сентябре. А здесь активное движение вперед. Причем, знаете, вот в позиции лидера, победителя. Какие-то проекты очень интересные, обреченные на успех. Здесь им успех гарантирован. Причем вы здесь движетесь вперед, и для вас это дело совершенно привычное. Не будет какого-то сильного напряжения, будет поддержка людей, которые готовы стоять за вас горой, которые готовы быть вашим тылом, вас любят, к вам прислушиваются, за вами хотят идти. Вам комфортно пребывать в таком состоянии. И нужно сказать, что даже если бы у вас не было здесь этой команды поддержки, хотя она у вас есть, вы все равно чувствовали бы себя очень спокойно, очень комфортно, очень достойно, потому что изначально девятка пентаклей это про самодостаточность, это про такое состояние, когда вам хорошо. И видя вот эту вашу целостность, видя вот эту вашу состоятельность, люди тянутся к вам и вас поддерживают. Они понимают, что вы приведете их к успеху. Ну да, здесь и даже новые шансы, возможности заработать, возможности приумножить свою стабильность, вот благополучие. Это все в сентябре. Более того, здесь на какой-то более отдаленный период, октябрь, ноябрь, ставятся дальнейшие цели. Причем цели серьезные. И все, что вы будете делать в сентябре, это, знаете, такая верная дорога к еще большему успеху. Вас окружают люди, которые полностью вас поддерживают, у вас с ними прям вот просто взаимопонимание, у вас с ними гармоничные очень отношения, в работе все идеально. Даже нечего добавить, настолько здесь все слажено, настолько здесь все прекрасно, что, вот знаете, единственное, наверное, вот здесь советом карта звезда,
Идите вперед к намеченной цели, ставьте цели, планы долгосрочные. И дьявол — это как проверка на прочность. Здесь важно пройти, вот говорят, огонь, воду, медные трубы. Здесь могут быть медные трубы. Здесь важно не зазвездиться, да, не зазнаться. Тем не менее, нет предпосылок к тому, чтобы вы высоко задирали нос. Хоть и будет головокружительный успех, сумеете прочно устоять на ногах. Во всяком случае, у вас есть окружение, которое сможет вас как-то вот направить в случае, если у вас будут возникать вопросы. Но опять же, вопросов я здесь не вижу. Давайте посмотрим финансы. Что в финансовой сфере у раков в сентябре? Все стабильно, все прекрасно, стабильно. Очень стабильно. Возможно, траты на какие-то семейные праздники, возможно, траты на какие-то мероприятия. Тем не менее, даже обладая вот этой стабильностью, обладая постоянным стабильным доходом и, возможно, даже какими-то сбережениями для того, чтобы чувствовать себя более уверенно, вы все равно осторожничаете, вы все равно как будто вот с осторожностью относитесь к тому, что может быть дальше, потому что те цели, которые вы ставите перед собой, они действительно глобальные, и они могут повлечь за собой определенные риски, но здесь не такие риски, здесь рисков я не вижу, здесь больше с вашей стороны момент перестраховки, момент быть осторожнее, желание быть осторожнее, желание не делать каких-то необдуманных поступков и так далее. В целом все хорошо и в работе, и в финансах. Да, кстати, по финансам, здесь, судя по всему, с работой это связано. Те цели, которые в дальнейшем будут достигнуты, реализованы, будут менять в лучшую сторону ваше материальное положение. Здесь какие-то источники доходов новые могут открываться, увеличиваться доход может, ну, грубо говоря, меняться в максимально лучшую для вас сторону. Теперь давайте посмотрим личную жизнь, что в любви у раков. Страхи, тревоги, дьявол. Ой, тут жезлов упал. Сейчас мы его поднимем. Так. Во-первых, для тех, кто ждет новые знакомства, вот новых знакомств не предвидится, новых знакомств не наблюдается. Но на ваши отношения с постоянным партнером, либо с тем человеком, с которым вы собираетесь строить отношения, который рядом с вами уже присутствует, на ваши взаимоотношения могут оказывать влияние третьи лица, либо какие-то ситуации, которые ограничивают вас в возможностях. Здесь могут присутствовать страхи, лукавство, ограниченность в возможности совершить какой-то шаг. Но, тем не менее, вы движетесь вперед, вы развиваетесь, вы не стоите на месте. И по итогу всех вот этих вот сложных ситуаций у вас компромисс будет достигнут. Но единственный минус на то, что происходит между вами, оказывают влияние действительно третьи лица. Я не могу сказать, что это значимые фигуры, которые могут вас друг у друга увести, которые могут как-то повлиять серьезно на развитие ваших отношений, но воду они намутят. Внесут они свою такую лепту, не самую лучшую. Но нужно сказать, что вот этот момент, нет худа без добра, вот этот момент, он позволит и вам, и партнеру понять, что ты самый лучший у меня, и он тоже, ты самая лучшая у меня. Тройка пентаклей — это такое состояние, когда укрепляется союз и становится более стабильным. И те трудности, которые выпадут на вашу долю в сентябре, да, вот именно в личных отношениях, они позволят вам взять ситуацию под контроль и не допускать таких моментов, когда могут быть сделаны ошибки. Вы выходите победителем из этой ситуации, поэтому трудности в данном случае только закаляют. Вот именно в личных отношениях. Возможно, на этой почве как раз-таки и будут моменты, связанные с метлой. Придет информация, которая заставит вас пересмотреть скорее круг общения, скорее круг взаимодействия с людьми и вот расчистить вот это пространство. От кого-то из вашего окружения нужно будет избавиться. И тогда уже, да, тогда уже вы пойдете вот в это колечко, в этот новый виток, в это новое чистое пространство. К чему стремиться, давайте посмотрим. Раком в сентябре.
к стабильности, обязательно сохранить то, что вам дорого. Прислушиваться к тому, что говорит мужчина. В том случае, если возникают рабочие, деловые вопросы, юридические, консультируйтесь, советуйтесь с юристом, либо с мужчиной, у которого есть власть. И все решения, здесь в целом все сводится к стабильности. Четверка пентаклей, четверка мечей – это отсутствие каких-то вот резких глобальных перемен. Обязательно состояние спокойствия. Ни в коем случае не нужно поддаваться вот тем эмоциям вот этого дьявола, эмоциям метлы, да, вот когда вскипает адреналин, когда хочется все крушить, ни в коем случае не нужно. Нужно включать холодный рассудок, холодный разум. Тогда все будет хорошо. И в сложных ситуациях с кем бы то ни было, хотя, повторюсь, здесь вот и финансы, и работа прекрасно, все прекрасно. Сложности могут быть в личных отношениях. Здесь важно сесть либо за стол переговоров, либо постараться увидеть то, что происходит глазами вашего партнера, вашего оппонента. А чего остерегаться, давайте посмотрим. Остерегаться перемен. Здесь все-таки сентябрь для вас месяц стабильности. Перемены будут позже. Вам важно вот эти перемены подготовить. Но не стоит затягивать. Не стоит, здесь опять же вот король мечей, королева мечей, мыслим очень рационально и не поддаемся эмоциям. Может возникнуть желание как-то, вот знаете, тянуть время, вам может казаться, что что-то вы можете еще получить, извлечь из определенной ситуации. Но как только вы приняли решение, вам нужно приступить к осуществлению этого решения. И все должно замыкаться на состоянии счастья. Счастье в партнерстве, счастье в отношениях, счастье в семье. В целом сохранить то, что вам дорого, и избежать каких-то нерешительных, точнее, перемен, которые приняты на таких резких эмоциях. В целом месяц для вас прекрасный. И даже вот эти сложные, трудные моменты, они в любом случае подготавливают вашу почву для того, чтобы двигаться во что-то такое благополучное. Но, повторюсь, сентябрь – это для вас не месяц глобальных перемен, это месяц подготовки к глобальным переменам. И вот именно основная задача ваша сводится к тому, чтобы создать благоприятные условия, расчистив пространство для того, к чему вы изначально стремились, изначально стремитесь. Вот такая получилась у нас история, такой получился у нас прогноз для раков на сентябрь. Я благодарю всех за просмотр. Буду рада и благодарна всем за обратную связь. И до встречи с вами в новых видео.